Всем привет! Я Нина Заславская. В этом выпуске вы узнаете, как правильно подобрать пигмент относительно тона кожи лица. Вообще тон кожи у нас определяется меланином. Это природный пигмент в коже, который окрашивает нашу кожу в коричневый оттенок. И чем больше меланина в коже, тем она более коричневая, темная и холодная. Меланин также делится на эомеланин и феомеланин. Эомеланин у нас окрашивает в кожу как раз таки в коричневый оттенок, а феомеланин придает красновато-оранжевый оттенок, например, окрашивает кожу губ человека в розоватый цвет. Также помимо меланина оттенок кожи придают еще два пигмента. Это каротин. Каротин — это желтоватый, желто-оранжевый оттенок в коже. И, как правило, у азиатов как раз-таки большое количество каротина в коже содержится. Вспомните, такая у них желтоватая, плотненькая кожа. Далее еще один пигмент — это гемоглобин. Он окрашивает кожу в красноватый оттенок. И чем больше гемоглобина, соответственно, тем более кожа светлая и красноватая. Ну а сейчас давайте более подробно это все изучим. Сейчас вы видите на экране основные типажи клиентов. Я объединила их в один слайд, чтобы вам было нагляднее понятно. Посмотрите, у нас всего 6 типажей по Фицпатрику, и совсем скоро мы еще более детально изучим каждый типаж. Но пока нам нужно понять по диаграмме количество пигментов и их соотношение в каждом типаже Фицпатрика. Вот посмотрите, первый и второй типаж мы объединили в первую группу. Это светлокожие девочки с минимальным содержанием меланина. Тем самым это говорит о том, что кожа прям максимально прозрачная. Цветоизменение по заживлению бровного пигмента будет тоже минимальное, то есть не будет сильно в холод уходить, потому что чем больше меланина в коже, чем более кожа темнее, тем более холодный результат зажившего перманента мы в дальнейшем уже получаем. А тут светлая кожа, поэтому изменения по цвету минимальные. И посмотрите по диаграмме, преобладает пигмент гемоглобин. Это говорит о том, что кожа красноватая, склонна к покраснениям. Меланина здесь минимальное количество, и преобладает красный и черный пигмент в этой коже, и не хватает желтого. Соответственно, мы смотрим, какого оттенка в коже не хватает, и на такой же основе выбираем пигмент для бровей. В этой коже много гемоглобина и меланина, не хватает каротина, то есть желтого оттенка. И чтобы его восполнить, чтобы по заживлению получить красивый коричневый цвет, без серости, без красноты, мы выбираем пигмент на желтом оттенке, которого не хватает. Я надеюсь, логика моя понятна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понятна ли вам эта тема, потому что она достаточно сложная, но я хочу, чтобы ее все-таки знал каждый мастер, и не было у нас у мастеров никаких сюрпризов по заживлению, потому что, согласитесь, обычно поначалу, после базового курса очень много вопросов в голове, особенно касательно колористики, потому что на базе не так расширенно ее, как правило, дают. Переходим ко второму пункту. Это второй и третий типаж по Фицпатрику. Более смуглая кожа с оливковым подтоном, желтоватая кожа. И в такой коже, обратите внимание на диаграмму, по большей части содержится каротин, который окрашивает кожу в желтоватый оттенок. Но помимо каротина там также присутствует достаточное количество меланина, то есть коричневого, темного, черного оттенка в коже. Давайте вспомним колористику и круг Итона, смешение оттенков. Что бывает, когда мы смешиваем желтый и синий цвет? Получается зеленый оттенок, и вот этот зеленый оттенок, смешение этих пигментов окрашивает в кожу в такой смугловатый, оливковый подтон. Конечно, это зависит от количества этого меланина и каротина, и от их пропорции, что, соответственно, и определяет разнообразие тонов в третьем и четвертом типаже. Третий типаж более желтоватая кожа, смуглая, а четвертый тип — это, как правило, азиатские девочки с таким прям желтоватой, смугловатой и оливковой кожей. Вот, посмотрите на диаграмму. Меланин и каротин преобладают, не хватает в этой коже красного оттенка гемоглобина. Соответственно, мы должны взять пигмент для бровей
коричневый на красной основе, чтобы компенсировать эту недостачу в коже, и по заживлению получился красивый коричневый цвет. Потому что представьте, если мы возьмем пигмент на, допустим, на желтой основе, мы еще усилим вот эту желтизну и зеленцу в коже, и, соответственно, не очень будет результат, не тот, которого, скорее всего, хочет мастер и клиент. Переходим к 5-му и 6-му типажу по Фицпатрику. Как вы видите, у нас здесь смуглые девочки. Конечно, в нашем регионе они не так часто встречаются, но все же кому-то, я думаю, посчастливилось все-таки работать с таким типажом. Поделитесь в комментариях, кто работал с такой кожей, потому что она очень сложная, и не каждый мастер на самом деле с ней справится. Помимо того, что она грубая, туда тяжело внести пигмент, она очень темная, меланиновая и холодная. Чем больше меланина в коже, тем она менее прозрачная. Вот как вот мутный пакет, да, мы видим все через призму этой темной холодной кожи, и придает она еще больше холодного оттенка по заживлению. Поэтому с ней прям нужно знать одни правила по выборе пигмента. Кстати, запишу вам отдельный ролик, как подбирать тон пигмента прям детально-детально к каждому типажу клиента. Поэтому жду от вас лайки, комментарии. Мне очень нравится, когда вы пишете и общаетесь со мной. Подытожим. Значит, 5-й типаж – это латиноамериканки, смугленькие. 6-й типаж прям с такой темной, шоколадной, африканской кожей. Холодная, коричневая, темная, меланиновая кожа преобладает черной, и не хватает оранжевого, то есть не хватает каротина и гемоглобина, а желтый и красный в смешении у нас дает оранжевый цвет. Соответственно, пигмент мы должны выбрать на оранжевой основе. Но здесь есть одна фишечка, о которой я расскажу в следующем ролике. Поэтому подписывайтесь и не переключайтесь.